В этом видео покажу, как анализировать NFT коллекции перед покупкой. Коротко, по делу, с примерами. Смотри видео до конца, будет полезно и интересно, погнали. Поговорим про объемы, supply, мемность, value и другие некоторые важные моменты, которые полезно знать не только новичкам, но и бывалым трейдерам NFT. На примере тестовой сети Monata я расскажу, на какие метрики обращаю внимание, но они также подходят и к основным сетям. Это Ethereum, Base, Abstract и так далее. Я хочу рассказать вам на примере тех NFT, которые лично у меня есть, которые я приобретал. Это Molendax, Minpass, и давайте возьмем еще, к примеру, Purple Friends. Molendax на втором месте и Purple на 11. И на протяжении видео буду о них рассказывать. Первое, что хотел обратить внимание, это, конечно же, объем. Лучше делайте 7 либо 30 дней, и вот вкладочка объем, на нее нажимаете, чтобы посмотреть на вторичном рынке, какие NFT можно приобрести. Это первая метрика. Объем нам показывает, ликвидна ли вообще коллекция, обращают ли на нее внимание, как часто торгуют. Соответственно, чем больше объема, тем больше торгуют, покупают, продают. Соответственно, если мы ее приобрели, чем больше объема, тем больше шанс, что в будущем мы ее продадим, она ликвидна. Чем меньше объема, тем больше риск. Вторая важная метрика, куда твой глаз должен сразу падать после того, как ты выбрал ту или иную коллекцию, это, конечно же, supply и листинг. По-другому, сколько NFT сейчас в продаже ты можешь приобрести, сколько людей верят и не продают, и, соответственно, сколько всего количества NFT. Давайте на примере, опять же, Molendax Minpass посмотрим, что всего NFT 555, это очень маленький supply на такое огромное комьюнити. Это меньше 2%, то есть всего 10 NFT сейчас в продаже. Другие люди, которые имеют это NFT, верят в проект, не продают. Это говорит о силе NFT коллекции. Обратите на это внимание. То же самое можно сказать и про Purple Friends. 1111 NFT, из них 26, то есть чуть больше 2% находится сейчас на сейле. Также можете и на другие коллекции смотреть. Люди верят в эти NFT, соответственно, не сливают и в будущем ждут какое-то интересное value от этого проекта. Если говорить про пример, до 5% это прям идеальный вариант. То есть смотрите общий supply, если до 5% всего в листинге, это значит хорошо, это люди удерживают и верят, не хотят продавать. Большие чеки в крипте начинаются с правильных действий, и эту альфу ты найдешь, подписавшись на два полезных источника. Это наш телеграм-канал, отборные проекты, детальные гайды, психология рынка, аудио, видео, эфиры и дружная комьюнити, а также мой твиттер с кучей полезной информации и уникальным контентом. Рост твоих знаний и портфеля начнется с этих источников, поэтому не упусти свой шанс, подпишись прямо сейчас. Третья важная метрика – это уникальные держатели. Эта метрика у нас показывает, насколько диверсифицирована коллекция, как много NFT в одних руках, либо же вообще по одной NFT на кошелек. Это важный показатель. Давайте мы посмотрим на примере, Purple Friends, давайте нажмем именно на саму коллекцию. И тут мы можем либо нажать на вот эту вот вкладочку, либо же можем вот здесь вот скопировать адрес и в Explorer ее добавить. Давайте нажмем сюда. Мы переходим в Monat Explorer, MonVision. После того, как перешли, здесь контракт, а рядом как раз таки коллекция. На нее нажимаем. И внизу видим вкладочку Holder. Это то, что нам нужно. Нажимаем. После этого мы видим, какое количество NFT находится в одних руках. То есть самый большой держатель это 8 NFT. Вот этот адрес. Если мы суммируем до 1 единицы, то есть максимум, можем увидеть, что сколько это, 26 кошельков держат больше одной NFT, если все суммируем, это не более 6, не более 7%. Это очень-очень мало, говорит о том, что эта коллекция распределена на большое количество людей, что очень хорошо, это не возникнет резкого дампа, то есть если бы в одних руках было, возможно, один человек захотел бы сразу все продать, и была бы резкая продажа, упал бы флор, и, соответственно, это не очень хорошо. Если подытожить, именно в Purple Friends мы с вами видим, что 93% это уникальные кошельки, то есть разные кошельки. А если говорить в общем, больше 70% уникальных кошельков – это очень хорошо. Если вы видите другую картину, что в одних руках большое количество, здесь нужно насторожиться. Такую же картину мы можем видеть в Molendax Minpass. Здесь вообще практически 100% уникальных кошельков, только 2 аккаунта держат 2 NFT. Четвертый важный показатель – это, конечно же, активность комьюнити, тоже основополагающая, на которую стоит обращать внимание. Обязательно зайдите в Discord проекта, посмотрите, активен ли Discord, активен ли Twitter, как часто его упоминают смарт-аккаунты, вообще общаются ли там, есть ли какие-то ивенты, АМА-сессии, это очень важно. Смотрите, чтобы
максимально активно было сообщество. Небольшой анонс. Расскажу о 5 преимуществах, почему я вместе с комьюнити торгую на бирже BingX. Первое и самое главное — моментальное решение каких-либо вопросов через меня лично. Одни из самых низких комиссий на рынке, большое количество торговых пар, предоставление повышенного VIP-статуса за переход из другой биржи, простой удобный интерфейс для начинающих и индивидуальная поддержка для VIP-трейдеров. Также отдельные условия для тех, кто хочет развивать аффилиат-бизнес. Пишите мне в личку и регистрируйтесь по ссылке в описании. Пятый пункт, на который я обращаю внимание, это история Floor Price плюс Royalty, наверное, можно в одно объединить. К примеру, на Magic Eden, та же самая коллекция Malandax Mint Pass. Давайте посмотрим, что это такое и для чего я ее смотрю. Как только вы перешли на какую-либо коллекцию, вы нажимаете вот здесь вот вкладочка Chart. Очень полезная функция, которая показывает, лучше делайте широкий диапазон, если позволяет там 3 месяца 6, я на 6. Вы можете, в принципе, посмотреть, как двигалась цена, как двигался флор. Если вы видите какие-то резкие пампы, дампы на протяжении там широкого таймфрейма, это не очень хорошо. Обратите на это внимание. К примеру, здесь все идет плавно, плавно растет, плавно спустилось, потом еще чуть выросло. Это очень хорошо. Вот просто пример ненормальных торгов, когда нет цены, потом просто какой-то памп, потом дамп, возможно, еще одна будет такая стрела. Обращайте на это внимание, чтобы такого не было. Также смотрите на royalty. Это некая комиссия, за которую вы платите, если продаете либо приобретаете NFT. Ее можно посмотреть. Вот сюда заходите и вот корона. Нажимаете Collection Royalty 5%. Это окей, не больше 7, даже не больше 5%. Это нормально. А если большое количество роялти, то есть за продажу и покупку, мало из-за этого трейдов, никто не хочет продавать, покупать, это red flag, если можно так сказать. Именно поэтому, если команда грамотная, эти роялти идут именно основателю коллекции, они правильно их распределяют и развивают проект. Если нет, то просто оставляют себе. Следующий важный показатель для холдеров — это utility. Что помимо картинки они получают, если удерживают эту коллекцию. Давайте, например, Purple Friends посмотрим. Во-первых, на Magic Eden вы всегда можете нажать кнопочку Info, и здесь показывает, что это за коллекция и для чего вообще ее холдить. В основном пишут. Но также смотрите на сайтах официальных источников, чтобы вы понимали, что к чему. К примеру, Purple Friends, давайте нажмем на их сайт Alloca Launchpad. Также Discord Alloca, это Purple Friends, это Malandax, это все в одном. Именно поэтому здесь мы можем увидеть, если чуть ниже пролистнем, вот наша коллекция Purple Friends. Здесь показано, что всего 1111 NFT, больше 3 миллионов токенов Allo в будущем получают стейкеры, это награды. Холдеры также получают 20% от прибыли площадки лаунчпада. И, соответственно, кто имеет NFT редкости 1, там еще по редкости можете в фильтре посмотреть, получает определенный уровень Leviathan. То есть в любом лаунчпаде есть уровень. Этот уровень дает вам ту или иную аллокацию, если вы участвуете. И в каждом нормальном качественном проекте вы можете увидеть, что дает NFT. Не просто мемность, картинку, но, соответственно, какую-то пользу. Возможно, какую-то альфу, токены, вайт-листы, возможно, IRL ивенты, то есть офлайн какие-то доступ на тот или иной форум, еще какие-то мерчи, призы, то есть это все можно посмотреть. Обязательно обращайте на это внимание, особенно если это в основной сети, в тестовой окей, они могут еще разрабатывать, но в основной сети делайте на это также упор. И тут даже дело не в том, что вы получите какую-то плюшку, а в том, что, возможно, флор будет расти, меньше будет продавцов, будет вера в проект, а цена будет только подниматься. И седьмое — это мемность, зачастую является основной легендой NFT коллекции, из-за которой есть ликвидность, из-за которой покупают эту коллекцию и просто удерживают из-за истории, из-за легенды. Мемы создают органический рост и вовлечение, своего рода бесплатный mass adoption маркетинг, который очень хорошо работает как на токенах, к примеру, Pepe, так и на NFT. Поэтому также обращайте на это внимание. Если мы берем, к примеру, Monad, конечно же, Malandax Mint Pass вряд ли что-то мемное. Это просто как пас, какой-то доступ к чему-то. А вот если мы берем, к примеру, Spike, неплохо выглядит, либо тот же Purple Friends, мы видим, что довольно интересно они выглядят, сами персонажи. У них есть определенные атрибуты, и все это сделано в очень красивой обертке. То же самое можно сказать и, например, Ethereum сети. Это Pudgy Penguins, это Lil Pudgy, это CryptoPunks. Почему они станут
они стали популярными, потому что у них есть какая-то история, есть мемность, ну и, соответственно, те параметры, о которых я уже говорил, они также придерживаются. Можете посмотреть и по объему, и по supply и так далее. Конечно, вы можете изучить дополнительные метрики, немного углубиться в эту историю, изучить полностью команду, посмотреть, какие киты приобретают и так далее. Но я рассказал основные моменты, это 7 метрик, на которые стоит обратить внимание. Какой проект мне разобрать, напишите в комментариях и обязательно подписывайтесь на мои источники. Всем пока.